Electrolux C30B – робот-пылесос с мощным, бесколлекторным, высокоскоростным мотором, с низким уровнем шума, с отдельными большими контейнерами для сухой и влажной уборки и двумя боковыми щетками. Electrolux C30B управляется голосовыми командами при помощи пульта или через приложение, находясь в любой точке мира. Количество заказов C30B в официальном магазине на площадке AliExpress уже перевалило за 8000, имея 90% положительных отзывов от покупателей, плюс гарантия от производителя 3 года. Данная модель была улучшена в 2021 году и продается за 15 тысяч рублей. Далее обо всем по порядку. У Electrolux имеется склад в России, что удобно, не надо платить пошлину и доставка быстрая до 5 дней. Обычно момент распаковки в обзорах пропускаю, но смотрите, робот-пылесос пришел в почтовом пакете. Далее идет транспортировочная коробка из плотного картона. Тут есть пломба, то есть никто посылку не вскрывал, а значит не БУ какой-нибудь прислали. Затем идет основная коробка с удобной ручкой. Тут тоже заводская пломба. Внутри все так же надежно защищено. Различные проставки, подложки, пакетики – все расположено в своей отдельной нише и не болтается. Такое чувство, что Electrolux знали нашу проблему службы доставки и 100 раз перестраховались. Все это очень сильно повышает выживаемость устройства при пересылке. В комплекте толстенная инструкция на разных языках, в том числе на русском, большой резервуар для влажной уборки с махровой салфеткой из микроволокна, пульт дистанционного управления, питается от двух батареек типа 3А. Зарядная база, снизу наклеены 4 противоскользящие накладки из резины. Когда база подключена к сети, в верхней части мигает зеленый светодиод. Запасная махровая салфетка из микроволокна, запасной HEPA-фильтр. Адаптер питания на 19 вольт выдает ток 0,6 ампер. Этого достаточно, чтобы полностью зарядить батарею за 5 часов. Длина кабеля 1,5 метра. Сам робот-пылесос Electrolux C30B. Универсальная щетка для чистки пылесоса. И боковые щетки 4 штуки, 2 щетки запасные. Такой комплект считается самым богатым среди других производителей. Внешний вид у робота очень приятный, выглядит современно и производит впечатление, особенно если до этого были просто белые роботы-пылесосы. Верхняя панель ламинирована с узором в виде сетки, нанесен серебристый логотип. Почти по центру есть одна механическая кнопка, отвечающая за запуск, остановку уборки, включение-выключение пылесоса. Далее есть значки 3 индикаторов, которые светятся или мигают в зависимости от текущего состояния. Питание светится зеленым, при застревании или ошибке загорится красным. Индикатор Wi-Fi. Этот светится желтым, когда требуется зарядка или робот ищет базу, и зеленым, когда на зарядке. Дополнительно о своем состоянии робот информирует с помощью звуковых сигналов и голосового оповещения на английском языке. Громкость голосового оповещения не регулируется, но в приложении его можно отключить. В передней части находится подпружиненный бампер с небольшим ходом. В случаях, когда происходит столкновение, он моментально останавливает движение, а благодаря резиновой полоске по периметру бампера не портит мебель. Под черной тонированной полоской пластика находятся ИК-датчики обнаружения препятствий и зарядной станции. На днище расположен поворотный ролик, изготовлен из черного упругого пластика и белого жесткого. Такое исполнение необходимо для фиксации движения пылесоса с помощью оптического датчика, расположенного под роликом. Контакты для зарядки, 3 ИК-датчика перепада высоты, благодаря которым робот-пылесос может избежать падения со ступенек. Сюда вставляются боковые щетки, левое и правое все подписано. 2 подпружиненных ведущих колеса диаметром 64,5 мм, оснащены резиновыми покрышками с небольшим протектором. Ход колес 31 мм, благодаря этому робот-пылесос может преодолеть пороги до 16 мм в высоту. Под крышкой находится литий-ионная батарея 14,4 вольта, емкостью 2500 мАч. Этот пылесос обладает отличной ремонтопригодностью. Все элементы легко отсоединяются. Если потребуется замена ведущего колеса, то необходимо открутить 3 винта и отсоединить его от разъема. Официальный магазин на AliExpress дает гарантию на 3 года. Если что-то сломалось, отправляйте видео неисправности продавцу, и в зависимости от поломки продавец вам бесплатно вышлет необходимые запчасти.
По центру основная щетка, которая вращается во время движения. Чтобы ее достать, нужно снять пластиковую защиту. Такая V-образная лепестково-щетинистая турбощетка отлично собирает шерсть, мелкий мусор и длинные волосы. Это отверстие динамика. В задней части находится контейнер для пыли. Нажав на фиксатор, можно отсоединить пылесборник от корпуса робота. На нем есть инструкция, как его открывать и как чистить. Объем 600 мл. И это очень хорошо. Чистить приходится раз в неделю. Чтобы мусор не высыпался при извлечении контейнера, всасывающее отверстие закрыто прозрачной пластиной. Это контакт для питания японского бесколлекторного мотора, который встроен в контейнер. Такое решение можно записать в плюсы, так как если мотор выйдет из строя, то можно просто заказать новый контейнер. К счастью, все расходники и запчасти есть в фирменном магазине Electrolux. Для того, чтобы вытряхнуть мусор, нужно открыть переднюю часть пылесборника. Под верхней крышкой находится всасывающее отверстие, закрытое металлической сеткой, HEPA-фильтр и мелкоячеистая сетка. Для влажной уборки полов вместо пылесборника нужно установить модуль для воды объемом 350 мл. На дно бака крепко на липучке прикрепляется махровая салфетка из микроволокна. Вода на салфетку поступает через 6 отверстий в днище модуля. Электромагнитный клапан, установленный в модуле, дозирует вытекание воды. В режиме влажной уборки основная и боковые щетки вращаются, поэтому немного мусора забрасывается в небольшой отсек в передней части модуля для влажной уборки. Основные характеристики Electrolux C30B представлены на экране. Чтобы было веселее управлять и следить за роботом-пылесосом, необходимо установить приложение Tuya Smart или Smart Life и подружить его с роутером. Для этого сканируем QR-код или просто вводим название приложения в Play Market. В приложении нужно зарегистрироваться, ввести электронную почту, на которую придет проверочный код. Вводим код, придумываем пароль. Далее нажимаем «Добавить устройство», «Мелкая бытовая техника», «Робот-пылесос Wi-Fi». Вводим название своей Wi-Fi сети и пароль. На пылесосе зажимаем кнопку включения. Услышим приветствие. В приложении нажимаем «Вперед». На пылесосе нажимаем 2 раза кнопку включения. Услышим оповещение о подключении к сети. Все успешно, сразу загрузим обновление прошивки. Справа вверху, нажав на карандашик, попадаем в меню, где можно переименовать название устройства, подключить к системе «Умный дом», включить и отключить уведомления, добавить доступ к управлению роботом-пылесосом другому члену семьи, проверить наличие обновлений и другое. Вверху слева отображается уровень заряда аккумулятора. Посередине кнопка включения автоматической уборки или пауза. Имеется ручное управление, при котором робот начинает пылесосить. Ниже отображается статус робота-пылесоса. Здесь можно посмотреть карту помещения, площадь и затраченное время после уборки. И в режиме реального времени следить за передвижением пылесоса во время уборки. Большая синяя кнопка нужна для выбора одного из 3 режимов мощности всасывания и степени увлажнения тряпки, в том случае, если установлен модуль для влажной уборки. Тут можно настроить график уборки на всю неделю. Внизу на отдельной панели имеются различные режимы уборки. Первый режим – это автоматический режим. Робот будет убирать всю доступную площадь. Режим уборки одной комнаты. Режим уборки только вдоль стен и препятствий. Режим локальной уборки. Робот начнет уборку по разворачивающейся и потом сворачивающейся спирали в круге диаметром примерно 1,5 метра. Также здесь можно посмотреть журнал уборки и выключить голосовые подсказки. Если у вас нет Wi-Fi сети, управлять можно с помощью комплектного пульта. Эта кнопка запускает режим автоматической уборки. Если нажать на кнопку еще раз, мощность увеличится. Эта кнопка переключает режимы уборки, перечисленные ранее. Присутствуют кнопки для ручного управления. В центре кнопка «Запуск», «Пауза». Настройка графика уборки.
установить текущее время и кнопка возврата устройства на зарядную базу. Также имеется третий способ управления роботом-пылесосом через Яндекс.Алиса. Переходим к тестам. На ламинате робот-пылесос отлично справляется с поставленной задачей. Мусор остается только в углах, но это проблема всех круглых роботов-пылесосов. По паласу помощник передвигается без проблем, убрал весь просыпанный рис. С виду палас был чистым, но смотрите, сколько он всосал пыли, это отличный результат. Также этот робот отлично обметает вокруг ножек стульев и столов, это жирный плюс. Черных паласов, черных полосок на паласе или черной плитки робот-пылесос не боится, датчики обрыва настроены правильно. Влажную уборку он совершает качественно, тряпку увлажняет равномерно и хорошо освежает пол. Далее отправил робот-пылесос на уборку дома площадью 100 квадратных метров и установил максимальную мощность всасывания. В начале уборки робот двигается змейкой, проходит все комнаты, бывает пропускает области, но потом возвращается к этим местам. Во время уборки робот один раз застрял, но быстро смог сам выбраться из западни, включил заднюю и резко выехал. Вдоль стен он проходит на минимальном расстоянии. Отлично обходит углы и глубоко заезжает в угол. При обнаружении препятствия замедляет ход и плавно касается поверхности бампером. Относительно небольшая высота робота, равная 74 мм, позволяет ему проезжать под некоторой мебелью. Все это положительно влияет на качество уборки. После уборки всей площади помещения робот-пылесос проходит периметр каждой комнаты. В моем случае пылесос завершил уборку в дальней комнате и настал самый интересный момент – поиск базы. Но оказалось все просто, едет вдоль стены до тех пор, пока не уловит ИК-сигнал с базы. Через 5 минут доехал до комнаты, где находится база, поймал сигнал в прямой видимости на расстоянии 4 метров и ровно поехал на зарядку. Убрал 78 квадратных метров за 69 минут, это отличный результат. Карту робот рисует больше для себя, для нас она не представляет никакого интереса. В конечном счете неубранных мест не осталось. Заряда осталось 28%, это при том, что уборка проводилась на максимальной мощности всасывания. После уборки HEPA-фильтр не так сильно забился, его нельзя мыть, но можно очистить щеткой. Сетчатый фильтр остановил большую часть пыли и мусора, вот его можно промыть. Вот столько пыли собрал пылесос. На боковые щетки волосы не намотались, это плюс. На основной щетке есть намотанные волосы. Комплектным инструментом легко чистить данную щетку. Мусор из пылесборника легко вытряхается, но на стенках немного остается пыли. Мыть контейнер нельзя. Можно протереть влажной тряпкой. Для этого есть доступ сбоку и сверху. Electrolux C30B отлично выполняет свои функции, качественно убирает вдоль стен и углов, не пропуская сложных участков. Ориентируясь только по гироскопу и одометру, он реально осознанно передвигается, хорошо огибает препятствия, строит и оптимизирует свой маршрут, а не слоняется по дому наугад. Большая сила всасывания, несколько режимов уборки, большой контейнер для пыли и отдельный резервуар для влажной уборки – все это помогает выполнять качественную уборку. Управлять пылесосом можно через простое и удобное приложение, комплектным пультом или через Яндекс.Алиса. Считаю робот-пылесос Electrolux C30B очень удачной моделью по доступной цене. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!